Всем привет! Пригнали тавры. Человек жалуется на стуки при трогании и при резком, когда бросает резко сцепление, какой-то с-под капота идет стук. Будем разбираться. Такая таврия, только купил, вроде 21 тысяча. Таврия с ореха, смотра, у них там модно. 20 лошадей добавляет наклейка. По мотору. Боковая подушка оторвана. Начнем с нее. Сняли колесо, крепление подушки. Он болт за стойкой. И гайка снизу на кронштейне на двигателе. Сейчас сорвем этот, потом открутим гайку. Подушку оборвало полностью, тот болт проворачивается. Сейчас откручиваем вот эту гайку, поддомкрачиваем мотор, чтобы не упал. Будем пробовать как-то открутить тот болт. Открутил гайку. Сейчас немного опускаем домкрат. Мотор пойдет вниз. И можно будет вытянуть верхнюю подушку. Снял подушку старую. Была не затянута. Болт ржавый. Сейчас резьбу пойду прогоню. Еле выкрутил отсюда. Новая подушка. Уже все идет на экономию. Тут идет полностью металлическая. Это старого образца. Их уже лет 10 я не видел. А это нового. Везде все экономит. Это не выходит, сколько выходило старое. Это 100%. Все, прогоняем, ставим новую. Вот тут на подушке стояла вот такая гайка. Вся ржавая. Гравер растянутый. Тоже было не затянуто. Я поставлю с шатуна гайку. Шаг одинаковый. Плюс шайбу и гравер. Сейчас будем затягивать. Поставил новую подушку. Вот этот болт, что за стойкой, желательно через время протянуть. Подушка была отпущена, кузов чуть деформировала. То я клиенту скажу, или пусть до меня заедет, или сам перетянет. Ставим колесо и будем снимать лыжу. Начали ставить колесо. Тут у нас есть резьба. Тут есть резьба. Тут резьбы нет. И стояло две гайки через шайбочку. Как оно не отпало, непонятно. Сейчас будем менять шпильку. Есть у меня бэушная хорошая. Сейчас эту выбьем и вставим другую. С одной проблемой справились. Теперь вторая проблема. Конек. Вот, дырка есть, шпильки нет. Конек, двигатель прыгает по коньку. Тоже дает удары. Сейчас снимаем полностью лыжу. Откручиваем подушки. И будем перерезать резьбу под 12, там заводская на 10, и подбирать болты, затягивать. Потому что двигатель прыгает и по коньку тоже. Снял лыжу. Эти три шпильки есть. А вот эта над коробкой, она чаще всего ее расшатывает с отверстия. Ее нет. Сейчас снимаем конек, смотрим те резьбы и нарезаем вот там резьбу. Потому что оно ездит, тут шевелится. И тоже дает удар. Даже были случаи, что протирала коробку. Тут уже тоже подтерло. Придется шайбу ставить с этой стороны, чтобы выровнять конек. Начинаем заниматься. Снял конек. Вот тут резьбы 3 хороших. Тут резьбы нет. А шпилька валялась в лыже. Сейчас будем делать тут резьбу под 12. Вот еще какой-то болтик с лыжи. Наверное, с карбюратора. Ну, на тавре там мусорка. Все, что падает, все в лыжу. Сейчас будем делать резьбу в коробке. Нашел я такой болт 12 на 1,5. Еле нашел мечик. Хоть у меня их и много, это не все. Еще есть коробка. Вот еле нашел. На 1,5 что-то нет. На 1,25 штуки 3, на 1,5 1. Будем пробовать нарезать. Неудобно, но надо. Не так все просто. Мечик не цепляется. Там сейчас, если на 10 сорвана резьба, там где-то 10,5. Нашел конусный райбер. Начинает от 9,5, идет на большее. Сейчас попробуем место подогнать, чтобы хотя бы зацепить мечик. Если зацепится, алюминий он прогонит. Буду пробовать. Делаем больше отверстия. Подбиваю райбер. И прокручиваю.
И отверстие мы немного расширяем. Получилось расширить. И мечик уже зацепился. Сейчас догоняю сколько можно. Надо в коньке будет просверлить дырочку на 12, там на 10, чтобы прошел болт. Все, дорезаем. Вкрутил я шпильку, обрезал головку болта. Шпилька лучше будет держать, чем болт. Болт будет с алюминия резьбу тянуть, а шпилька будет просто нагрузку на себя брать. Сейчас идем рассверлим отверстие на коньке и ставим конек на место. Затянул конек. И вот новая шпилька. Все получилось. Ставим лыжу и докручиваем все дальше. Установил конек. Все еще раз перетянул. Но думаю, теперь Таврия это будет ездить. Все слышали, когда Таврия едет и звенит. Сзади в барабанах звон сумасшедший, что колокольчики. Сейчас покажу, что это звенит. Клиент попросил глянуть. Звенит левая сторона. Ну, автозаз, конечно, любят удивлять. С завода тут стоит скобка металлическая. Часто она выпадает. И на каждой ямке вот такой звук. Я эту проблему решу по-другому. Сейчас покажу, как. Звенеть оно больше не будет. Никогда. Снимаем пружину верхнюю. Пыльники направляющих. Ланос, девятка. Да все равно что. Или даже пыльнички из тросов ручников. Ну что остается после ремонта. Я их обычно не выкидываю. Одеваете, проворачиваете как воротничок один в один. Одеваете на пружину. И ставим пружину на место. Звенеть она больше никогда не будет. Так это выглядит на месте. И скобка уже не шевелится. Ее немного поджимая резинка. Все, можно собирать. Звон мы убрали. Друзья, кто знает, что обозначает эта наклейка? Бункер. Сообщество машин в бункере. Напишите в комментариях. Машина из Орехова, повторюсь. У них там свои фишки. И вторая наклеечка смотра. Что она обозначает? Растолкуйте. Я не знаю. Закончили с Таврией. Пусть человек катается. Отпасть ничего не должно. Все. Всем пока. Такой транспорт за 20 тысяч гривен.